Всем добрый день! Сегодня я хочу немножко с вами поговорить. Ну, во-первых, показать свои новые ткани. Это в основном кашкарсе. Кашкарсе очень разные между собой. Во-вторых, я немножко хочу показать, то есть рассказать о своих ближайших планах. Это примерно на ближайшую неделю. И в-третьих, в самом конце я немножечко расскажу о своем похудении. Девочки просили рассказать, что я ем, чтобы худеть, как вообще я себя веду, что я делаю. Ну, немножечко об этом расскажу. Значит, начну я с тканей. Опять же, я уже показывала кашкарсе, я уже брала несколько видов, но они совершенно разные. То есть то, что я показывала ранее, и вот эти два вида, вот эти, они разные. Ну, во-первых, по метражу. Так, по метражу длина кусочка 25 сантиметров. Ширина, она у нас чулком, то есть здесь нет кромки. Это тоже очень хорошо, мне это очень нравится. И так, что у нас тут в два сложения? 59. 59 в два сложения. Не скажу сейчас, что было заявлено на сайте. Я сейчас не буду уже, давно это пришло, не буду сейчас искать. Я просто ссылочки оставлю, опять же, в телеграм-канале, как обычно. Цвет красный, такой яркий, насыщенный, очень красивый, яркий, оранжевый. Здесь у меня 26 сантиметров, вот так 25, здесь неровно отрезано. 25, опять же, по длине. И ширина 58. Тоже чулком и тоже получается в два сложения. И черный цвет, который подойдет, ну, так, сейчас поймаю листочек, подойдет практически ко всему. Но здесь уже 52 сантиметра, тоже чулком, но уже 52 сантиметра. Так, и 25 сантиметров по длине. В общем, что хочу сказать. Вот такой цвет, допустим, разбавить что-то такое бледненькое, да, или, например, белое, или черное, можно разбавить, будет очень красиво. Вот этот цвет я заказала для футболочки, которую буду реставрировать маме. Ну и черный цвет просто заказала, потому что он как бы всегда пригодится. Это кашкарсе, я бы сказала, что больше похоже на лапшу. Достаточно тоненькая, по тактильным ощущениям ХБ. Очень, кстати, классно. Во-первых, расцветка такая, такой цветочек, да, розочка даже, я бы сказала, очень классно тянется и восстанавливается легко, что очень редко для хлопчатобумажной ткани. Так, ну здесь у меня достаточно много. Кстати, может быть, это даже не кашкарсе, я, может быть, и путаю. Обязательно оставлю, да что такое, оставлю ссылочку в описании в телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал будет в описании под этим видео. 107 сантиметров в ширину, это ширина, 108 даже, это ширина. Что у нас с длиной? Так, здесь есть кромочка, то есть это длина, простите, 108 сантиметров, это была длина и ширина. Так, от кромки до кромки, то есть с учетом кромки считаю, измеряю, вернее, с учетом кромки. 129 сантиметров с учетом кромки. Кромочка здесь небольшая, примерно 1,5 сантиметра. Но тканька неплохая, можно и платьишко сшить, и юбку, и даже брюки сейчас из такой ткани шьют, и какие-то кофточки, водолазочки, маечки. Очень неплохая. И, кстати, очень приятная на ощупь. Я когда достала из пакета, я прям даже испугалась, потому что я не люблю хлопчатобумажные ткани. Ну вот на ощупь она хлопчатобумажная, ну ХБ натуральная. Может быть, какой-то процент там есть полиэстер, но по ощущениям прям вот 100% ХБ. Это то же самое, такие же ощущения, по-моему, даже в том же магазине брала. Также хорошо тянется и восстанавливается тоже легко. Вот такой вот принт звериный. Очень люблю зверье мое. На мне тоже зверье мое. В общем, то же самое. Так, ну давайте измерим. Это у нас ширина. Это от кромки до кромки. Так.
кромки до кромки, тоже 29 сантиметров. Ну и что мне отрезали по длине? Что заявлено, тоже не помню. Возможно, там как бы так и заявлено. Сколько? Цену тоже не помню. 109 сантиметров. Но если это был метр, если было заявлено метр, то очень приятно 9 сантиметров. Если было заявлено 110, то уже не очень приятно. 1 сантиметр минус. Так, сейчас сложу. В общем, я довольна этим. Лапша это или что, я не помню, что это такое, как это называется. Дальше, пока это отложу в сторону, мои планы на неделю. Я не помню, показывала эту ткань или не показывала. Это у меня костюмка Барби. Изнанка белая, лицевая сторона змеиный принт. В этом году у нас, то есть следующий год змеи, поэтому я решила облачиться в змею. Возможно, я сошью себе какие-нибудь брючки. Возможно, это будет какой-то... Так, на костюм тут не хватит. Возможно, платье, но, скорее всего, нет. Думаю, что брючки и что-нибудь, какую-нибудь мелочь сверху. Пока не знаю. Вот. Может быть, юбочный костюм, то есть короткая юбка. Хотя тоже нет, не уверена. Не уверена. В общем, думаю, что это будет все-таки брюки. Так, ну, о костюмке я много говорить не буду. Все мы знаем Барби. Все мы знаем Барби, она мягкая, пластичная, немного эластичная. Ну, конечно, в обтяжку шить не рекомендуется, потому что она не настолько эластичная. И у меня последняя моя новиночка, на сегодняшний день последняя, потому что идет еще. Это блестючка. Вот я не знаю, передаст, сейчас вот подвигаю вот так вот, передаст красоту или нет. Я, к сожалению, не вижу сейчас в камере. Это у меня... ткань травка. На что она похожа? Похожа на шифон травка. Скорее всего, это он и есть шифон травка. То есть я первый раз такую ткань вижу, чтобы шифон был с травкой. Очень красиво, интересно и с пайетками. Пайетки прозрачные. Вот так вот видно, да? Очень красиво блестит. Ой, как блестит. Видно, да, что это травка. Я тоже ссылочку оставлю в описании. В общем, но она, естественно, если это шифон, она прозрачная тканька. Под нее нужно обязательно подкладку. И вот я, значит, думаю, задумалась, что из этого кусочка можно сшить. Так, что по ширине? Смотрим, я в 2 раза сложила. По ширине. Если без учета кромки 70 сантиметров, то есть 140 по ширине. И в длину, что мне тут отрезали, смотрим. Так, тут неровно. 104 сантиметра. Конечно, этот кусочек, этот отрезок хватит на платье какое-нибудь короткое, прямое, потому что, ну, вообще, как бы ткань с пайетками... Что-нибудь такое вычурное как бы не рекомендуется шить, да, если это, допустим, ткань самодостаточная, то можно просто вот сшить 2 прямоугольника и будет очень красиво, да. Но я хотела бы все-таки что-нибудь такое оригинальное. Возможно, у меня получится блузка интересная, то есть, ну, метр на 140, да, мне хватит на блузку. Допустим, вот я думаю, либо цельнокроенный рукав коротенький, либо цельнокроенный рукав, ну, то есть как летучая мышь. Может быть, с одной стороны летучая мышь, а с другой стороны как маечка. В общем, я пока думаю, мне хочется что-нибудь непростое, мне хочется что-нибудь оригинальное. И я хочу, так как я пока еще не совсем имею ту фигуру, которую хочу, поэтому мне не хочется облегание, мне не хочется, то есть мне хочется что-нибудь такое более свободное, поэтому здесь, возможно, смотрите, если, допустим, с этой стороны у меня будет летучая мышь, здесь маечка, значит, эта сторона у меня будет ниже, эта сторона короче, возможно, что-то я еще добавлю по низу, ну, возможно, какой-то разрез вот здесь будет, да, ну, то есть, чтобы животик мне прикрывало.
животик и какую-то часть бедра, то есть там посмотрим. И под какие-нибудь брючки, будет очень классно, но мне так кажется, пока я вижу вот так. Главное не забыть то, что я вижу. Так, перехожу к своим планам, то есть на сегодня у меня тканьки закончились, они еще идут, но почему-то задерживаются аж с конца октября, где-то там в какой-то сортировке задержались. Вот, там у меня пайетки на масле, там у меня эко-кожа и что-то еще, не помню, что-то еще. В общем, переходим о планах. Я сейчас достану свой листочек, который у меня улетел. Я сейчас не буду показывать вот так, да, ну то есть вот так покажу и вставлю картинку, для того, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Что я здесь вижу? Значит, ну это попросили мои подписчики телеграм-канала, да, разобрать это изделие и, возможно, показать моделирование. Значит, смотрите, что я здесь вижу. В принципе, ничего особенного здесь нет. Сверху идет где-то примерно до середины бедер идет мех, то есть как шубка. Я вижу, по-моему, спущенное плечо, вот здесь очень плохо видно, может быть даже цельнокроенный рукав, к сожалению, плохо видно. Значит, планочка тоже идет до самого конца из меха, и у нас еще есть кулиска по линии талии, в которую вставлен шнурок, и, возможно, то есть есть возможность затягивать линию талии. Что касается низа, кстати, вот эта планочка, которая по переду идет, она идет, как бы переходит в как бы лацканы, но я так понимаю, что здесь можно застегиваться до конца, можно, в принципе, расстегнуться. И обычный совершенно воротничок. Совершенно обычный воротничок, ничего здесь такого супер-пупер нету. Рукавчик обычный, то есть никаких тут не двухшовный, без выточки, тут никаких нет заморочек. И по низу, я так понимаю, это стеганая плащевка, стеганая на синтепоне, потому что 100% это не пух. И кармашки, да, есть шов по бокам, то есть 2 шва по бокам, по боковым линиям. Есть карманы прорезные в листочку. Вот, в принципе, здесь ничего такого особенного. Я даже не знаю, нужно ли делать моделирование. Но если нужно подумать об этом. И второе изделие, которое тоже попросили мои подписчики телеграм-канала, это платье. Конечно, у меня тут черно-белая картинка, и непонятно, опять же, я вставлю то, что мне прислали подписчики. Это платье с пайетками, это пайетки, похоже что-то на бархат с пайетками, потому что ткань достаточно плотная, пайетки пришиты, пайетки частые, и если, допустим, брать именно такую ткань, то с ней намучаешься. То есть я не люблю мучиться, в принципе, в работе. Я люблю все просто, легко и без заморочек. Вот даже взять вот эту ткань, которая тоже с пайетками, но я вижу, что пайетки мягкие, очень мягкие, и по ним можно резать, и по ним можно кроить. И они, кстати, тоже пришиты, но можно не заморачиваться. Единственное, что когда, допустим, мы с вами прошьем, платье будет на подкладке, и внутри, то есть именно внутри шва с изнанки, можно подрезать убрать эти пайетки, чтобы они не кололись, даже если, несмотря на то, что будет на подкладке. Хотя можно этого не делать, смотря еще какая подкладка. А что касается вот этого платья, то я думаю, что сначала мы рисуем на ткани, потом по контуру мы срезаем, отпарываем, то есть по нарисованным линиям мы отпарываем все эти пайеточки. Далее мы разрезаем, то есть вырезаем нашу выкройку. И после этого мы сшиваем, и потом там, где не хватает, мы пришиваем пайетки. Ну, вы представляете, сколько это работы? Нет, я на это не согласна. Если, допустим, вы хотите моделирование, здесь ничего особенного нет. Здесь просто цельнокроенный рукав, немножечко приталенное платье по талии. Обычная горловина, ну, в принципе, ничего такого особенного. Рукавчик до локтя.
Вот, ничего такого особенного, я тоже не знаю, нужно ли моделировать, но платье шить такое я точно не буду, именно из такой ткани. Возможно, я могла бы сшить такое платье, но из другой ткани, из обычной простой легкой ткани. Но для себя я такое платье шить не буду. Потому что, я повторяюсь, я все еще не такого, не такой, то есть у меня еще не такая фигура, как хотелось бы, как я пытаюсь добиться. Поэтому такое платье я пока надеть не могу. В молодости носила, может быть, в старости еще надену пару раз, если добьюсь, конечно, результатов, которые я хочу. Но, скорее всего, уже нет. Я имею в виду в обтяжку точно нет, а платье-футляр, почему бы и нет. Платье-футляр, но не с такими пайетками. Вот, не с такими пайетками. В общем, с тканями все, с планами. Что хочу сказать по поводу планов. Возможно, на этой неделе, вернее, на следующей неделе я поснимаю какие-нибудь ролики, да, какое-нибудь моделирование, что-нибудь такое поснимаю, что-нибудь по-быстренькому, да, почему, ну, я имею в виду не то, что по-быстренькому, то есть редактировать я буду позже и потихонечку выкладывать видюхи, когда буду в отпуске. То есть снимать, когда я буду в отпуске, ну, то есть муж мой в отпуске, и, соответственно, я в отпуске, снимать я видео у меня не получится, потому что это будет телевизор, это будет скачки с собакой, то есть мне просто не дадут поснимать, не дадут пообщаться. Вот, поэтому я сейчас быстренько, не то что быстренько, а просто максимально, что смогу, поснимаю, а потом уже буду потихонечку выкладывать, чтобы вы не скучали, чтобы и мне было чем заняться. Я буду потихоньку редактировать видюхи и выкладывать для вас. Может быть, буду выкладывать какие-то посты, может быть, будем общаться с вами просто так, вы будете задавать вопросы, скидывать какие-то фото, что мне сделать для вас, что мне смоделировать или построить, да. Кстати, хочу немножечко задеть тему нашего жакета. Вот он стоит у меня сзади меня, у него еще нет пуговицы и петли. Скорее всего, это будет 2 пуговицы и 2 петельки. Думаю, да. Потому что одна мало, я примерила вчера специально, одна мало, 3, ну, я думаю, что много. Жакет очень легкий, поэтому, думаю, 3 это много, но 2 будет в самый раз. В общем, я пока думаю, я пока в раздумьях, видите, еще даже петельки нету. А так жакетик мне очень понравился. Единственное, что да, я думаю, что можно было бы вместо выточки вот этой все-таки сделать, как на подкладке, как типа рельефа, да, то есть можно было сделать до высшей точки плеча и подняться вверх. Было бы тоже классно, но это как бы отдельная история. Можно сшить еще один жакетик. Кстати, у меня еще есть 2 тканки, сейчас я их достану. Простите, что говорю не в камеру. Смотрите, у меня есть 2 тканки, я их показывала. Зеленый трикотажный блеск и такой пудровый, наверное, трикотажный блеск. Вот что, оно очень, да, тянется. Вот что-то из этих тканей тоже можно сделать вот такой же жакет. Может быть, выточку перенести, то есть не здесь, а выточку перенести в бок или в пройму, или вот так в плечо, или вообще сделать ее вниз, или сделать рельефом. То есть, ну, я показывала, да, много вариантов. Можно, то есть из такой ткани можно вообще без выточки делать жакет, который, то есть такой же, который я делала вот с тигровым окрасом, да. Тоже простой крой, может быть, вы видели, видео называется «Простой крой», и я там показываю. Кстати, вот этой ткани у меня достаточно много, может быть, даже, допустим, смотрите, брючки выйдут, брючки 100% выйдут, и какой-нибудь жакетик с коротким рукавом, почему нет? Или жилетка удлиненная, тоже будет классно. Вот что-нибудь, думаю, сейчас заняться вот этим. Кстати, зеленый блестит не так сильно, и его мало, но зеленый мой любимый цвет. Так, пока я уберу вот сюда. Ну и так, о чем я вообще хотела, о чем я начала. Значит, по поводу планов, да, я сказала, что я запишу на этой неделе что-нибудь, какое-нибудь моделирование, может быть, какие-то свои задумки, может быть, поэтому
изделию, может быть, это будет платье, блузка или что-то еще, я пока думаю, да, в раздумьях. Может быть, вы захотите такое же изделие сшить, но из другой ткани, какой-нибудь попроще, то есть я имею в виду не из такой блестящей, да, а какой-нибудь, ну, повседневной, почему бы и нет. Можно даже, кстати, не хвост сделать, а какой-то типа баски. Ну, баска с такой ткани навряд ли. Ну, то есть я пока в раздумьях, я пока думаю, у меня мысли крутятся в моей голове. Я, кстати, там набросала себе несколько вариантов, просто не то, что я хочу сделать, а интересных моделей, которые меня зацепили. И они меня вдохновляют на что-то такое, что, ну, то есть на что-то эдакое. Они меня просто вдохновляют. Опять же, скину в телеграм-канал. Может быть, вас тоже заинтересует. Ну и давайте немножечко поговорим о все-таки моем похудении. Что я делаю для того, чтобы похудеть или просто поддержать хотя бы свое тело в тонусе, дать энергию своему телу, потому что, ну, я не работаю и в основном работаю за столом или за машинкой, или за раскроечным столом, и, конечно же, это больные ноги, больная спина, больные, ну, в общем, все, плечи болят, ну, все тяжело, поэтому я решила дать себе, во-первых, это расслабление, бодрость, зарядку, ну, вот какую-то вот жизненную энергию, да, поэтому я решила, как бы я, во-первых, продолжаю и добавляю для себя что-то новое. Поэтому я продолжаю ходить в центр аппаратной коррекции фигуры. Там мне выгоняют воду, жир, разглаживают кожу, подтягивают кожу, то есть это минус целлюлит. Ну, то есть дает бодрости, это как расслабляющие эффекты, как массажи, да, вот эти, ну, это, конечно, жесткие такие массажи, но мне очень нравится. Вот, я продолжаю ходить на микротоки на лицо, я уже говорила, у меня есть маленькие мешочки под глазами, это называется малярные мешки, если их запустить, то они будут просто вот такие висеть, и, ой, не хочется. Вот, возможно, вы их не видите, но я их вижу, они у меня небольшие, но они меня просто бесят, особенно если свет падает сверху, и их замечательно видно, выглядит это как грязные пятна или как пигментные пятна от загара, да, вот, поэтому я хочу от них избавиться. Дальше. Я занимаюсь стретчингом, то есть я занимаюсь, во-первых, я занимаюсь подсчетом калорий. И потихонечку я учусь правильно питаться. Если вы от меня ждете, что я вам расскажу, как правильно питаться, девочки, не ждите, по крайней мере, на сегодняшний день. Почему? Потому что я пока, то есть я вообще, в принципе, не специалист, и я сама нахожу информацию вот так вот по кусочкам, по крупицам, и, естественно, вот эта программа мне в помощь, да, то есть я вижу, где, какие калории, сколько жиров, сколько белков, сколько углеводов, чего мне нужно есть, а чего мне не стоит есть. То есть вот так вот, да, и, конечно же, смотрю по своему состоянию, что мне нельзя, что мне можно. Кстати, вот насчет нельзя, можно. Дело в том, что у меня есть особенности организма, да, и такая особенная, есть особенности организма, которые не позволяют есть все. И даже мой тренер удивляется, что, допустим, мне не рекомендуется есть творог, не всю молочку мне можно. Ну, то есть хлебобулочные изделия мне вообще просто противопоказано, поэтому я, конечно, иногда балуюсь, я об этом рассказывала, но мне просто противопоказано. Вот. Ну и из-за того, что у меня почка, с одной стороны у меня 1,5 почки, такая я родилась, с другой стороны у меня почки нет. Вот. И из-за того, что у меня такая вот особенность, конечно же, мне нельзя много воды, ну, в общем, много мне нельзя ничего соленого. Один маленький огурчик, корнишончик, у меня утром опять вот эти вот мешки, прям, ну, такое ощущение, что я пила всю ночь. Вот. То есть мне прям вот, ну, да, многие диеты, практически, ну, ни одна диета, то есть мне противопоказано в каждой диете какие-то продукты противопоказаны. Я вот сколько смотрела, да, мне советовали, и девчонки мне там в телеграм-канале что-то советуют, но мне много из этих продуктов просто нельзя. Поэтому у меня своя диета, вернее, как не диета, а просто я
выбираю продукты, которые можно, которые нельзя, которые нужно есть утром, которые можно есть вечером, то есть вот так, да, вот, поэтому если вы от меня что-то хотите такого глобального, что я ем, я могу рассказать, что я ем. И могу рассказать, если у вас такие же проблемы, как у меня, то есть это проблема с кишечником, проблема с почками, ну, может быть, еще проблемы с возрастом, да, потому что мне не 25, а уже 50, уже 51 скоро. Ну, то есть я имею в виду, что организм не молодой, поэтому, ну, не все продукты можно употреблять. Поэтому да, я могу вам написать, что я приблизительно ем и чем балуюсь. Кстати, что хочу сказать, на сегодняшний день у меня ровно 60 килограмм утром. Меня это очень радует. Я прям довольно очень. Смотрите, за первую неделю у меня ушло кило 800. А за вторую неделю, неделя еще не закончилась, но примерно за сколько, ну 5 дней, да, всего 300 грамм. Да, минус 300 грамм. Потому что, ну я так предполагаю, что, во-первых, я там слишком много баловалась, вафельки, конфетки и так далее. Во-вторых, первая неделя это уходит вода, а вода уходит легче. И потом мы уже начинаем худеть, я имею в виду, уходит жир, вот это, вот это все лишнее, да, и оно уходит, естественно, медленнее, поэтому, ну, знаете как, вот первый раз у меня ушла вода, так хорошо ушла, по 300, по 400, по 500 грамм за день, да, уходила, а потом уже, смотрю, уже потихонечку по 100, по 200 грамм, потом по 100 грамм каждый день. У меня привычка взвешиваться каждый день. Мне мой тренер говорит, нельзя, надо раз в месяц. Я говорю, а как же я буду контролировать? Я буду жрать, ведь через месяц взвешишься, а у меня там будет плюс 2 килограмма. Так нельзя, нужно контролировать себя каждый день, держать себя в руках, держать себя, ну, как-то ставить жесткие рамки какие-то, иначе никак не получится похудеть. Вот. Ну и худеть так, чтобы не было нагрузки на мозг, понимаете? То есть, если, допустим, совсем отказаться от любимых продуктов, то это все, это просто у тебя сплошной стресс, и ты не будешь худеть, а ты будешь, наоборот, заедать свой стресс, то есть ты будешь больше есть. Вот, поэтому просто нужно постараться свои вкусняшки оставить, но постараться их уменьшить. Это, знаете, как говорят, как бросать курить. Я бросала курить, я знаю, что это такое. Я бросала курить ровно месяц, ну, вернее, как, я бросила за 4 дня. Таблетки, может быть, опять же, не всем подойдут, но я скажу, я бросала с таблетками, которые называются Табакс. Я смотрела их состав, там никакого никотина, никаких вредных веществ, там только травки, причем полезные травки, какие-то витамины. Нужно просто пить их по рекомендации. Но прежде чем их пить, вы должны четко осознавать, что вы хотите бросить курить. То же самое с похудением. Прежде чем начать худеть, вы должны четко осознавать, что вы хотите похудеть, что вам это нужно. Почему я стала худеть? Не из-за того, что я какая-то толстая, неуклюжая, что я там 100-200 килограмм вешу. Нет, у меня лишних всего, ну, 3-5 килограмм всего лишних, да, но эти килограммы в основном вот здесь. И понимаете, я уже, когда, допустим, надеваю юбочку на резинке, вот я надеваю там какую-нибудь пышную юбку и талия на резинке. И я хожу гулять с собакой и чувствую, что юбочка вот так вот подтягивается вот к груди. То есть настолько у меня уже большой живот, хотя я старалась его втягивать, я старалась, вот, ну, как бы пресс у меня всегда под напряжением, да, всегда. Но уже настолько он был большой, тяжелый, плотный, что я даже его, извините, и держать не могла, и втягивать не могла. И вот я, допустим, иду, втягиваюсь, а у меня юбочка все равно подтягивается под грудь. То есть соскальзывает, можно сказать, хорошо, что не вниз. Вот, поэтому, и, естественно, ходить тяжело, дышать тяжело. И, то есть лишние какие-то пару килограмм. Если человек медленно поправляется. Если человек всю жизнь был полный, то ему нормально, кайфово, потому что он привык к этому состоянию. А если я всю жизнь была 51-53, при моем же росте, да, 160, я была просто дюймовочкой. И, конечно, я бросила курить, и я поправилась на 10 килограмм. Несмотря на то, что я сейчас говорю, у меня лишних всего килограмма 3-5. Ну, на сегодняшний день я думаю, что 3. Я хочу 57.
Вот. Я не хочу худеть сейчас сильно. Почему? Потому что уже возраст. Поэтому я худеть сильно не хочу. Да и мне, в принципе, не надо вот этого всего максимально. Я хочу похудеть до 58, до 57. Вот так вот я себе поставила цель. Мне осталось 3 килограмма. 2 я уже скинула. 2, даже чуть больше. Потому что максимум у меня был, максимум 60, уже 3. То есть у меня уже подходило к 63. 62,9, по-моему, у меня было. Вот, поэтому, ну, это был предел, я уже просто задыхалась. Знаете, такое ощущение, что я пью, курю и вообще и бегаю при этом. Вот, поэтому я занялась именно для того, чтобы, не для того, чтобы прям похудеть и быть стройняшкой, а похудеть для того, чтобы мне жить было легко. Я гуляю с собакой, представляете, вот это вот на себе нести, вот этот лишний, даже 5-3 килограмма лишнего вот здесь, вот для меня это тяжело, нести и гулять с собакой, контролировать его еще. Особенно после еды. Это ужас. А даже, кстати, воду не могла пить, потому что стакан воды для меня был как, ну, литр, наверное, я выпила. Как, ну, то есть я чувствовала себя прям тяжелой. Поэтому, да, поэтому я решила похудеть. Надо мной многие смеются. У меня все знакомые мои, все подружки такие пухляшки, да, ну, как бы и не парятся об этом. Но они всю жизнь такие. Не все, конечно, да, кто-то был стройненький, но если, я еще раз говорю, если ты всю жизнь полный или ты поправился постепенно за несколько лет, а не так, как я за сколько там, 3 месяца, 4 месяца, полгода, резко набрала 10 килограмм, это очень много. Вот, поэтому и пришла я к этому не сразу, к тому, что надо худеть. Я была готова, то есть я себя уговаривала, да, ну что ты, уже старая, уже, господи, что тебе, какая разница, как ты выглядишь, какая разница, какой у тебя там вес. А с другой стороны, я же не из-за того, что как я выгляжу, да и как бы и выглядеть тоже еще хочется, правильно? Еще хочется быть хорошенькой. Ну, по крайней мере, не безобразной. Потому что растет у меня в основном живот, талия и живот. То есть у меня не растет грудь, у меня не растут бедра, у меня растет живот. И вся эта масса в животе. Конечно, эти 10 килограмм, когда я поправилась на 10 килограмм, они у меня не все в животе. Да, ясно, что у меня везде, получается, набралось, да. Но везде-то по чуть-чуть, прям по чуть-чуть. А вот тут вот основная масса. Живот и талия. Ну, у меня было последнее время 72 талия, сейчас 80, но максимально у меня талия была 85, сейчас 80. Вот буквально несколько месяцев она просто не уходит, но, слава богу, не растет. Вот, девочки, вот такая вот история. Если вам интересно еще о моем похудении, пишите, желательно в телеграм-канале, там проще общаться. Подписывайтесь и не стесняйтесь писать о себе, не стесняйтесь задавать вопросы и о шитье, и о похудении, и вообще о чем угодно. То есть вот любая тема, я не удаляю, никого не баню, не блокирую. Единственное, что да, политику, пожалуйста, не пишите. О политике там не нужно. Несмотря на то, что мы разные, все мы женщины, и у каждой женщины есть свой мирок, в котором есть какие-то потребности, в котором есть какие-то желания. Ну, конечно, это не только женщины, да, но я имею в виду, что вот, допустим, у нас какая-то вот община, да, мы общаемся по поводу шитья, крой там и так далее, построения какие-то. И почему нет? Кто-то рассказывает о своих животных, кто-то рассказывает о своих детях, внуках, кто-то рассказывает о своих огородах, кто-то рассказывает о своем похудении там или о каких-то своих желаниях, мечтах и так далее. Почему нет? Мы общаемся и хорошо проводим время, поэтому подписывайтесь в мой телеграм-канал, он совершенно бесплатный. Телеграм-канал называется «Швейная продленка». И в этом телеграм-канале есть группа «Мы балаболики». Там мы как раз и общаемся. Ну а на сегодня я уже закругляюсь. Очень много сегодня наговорила и об этом, и об этом, и о своем похудении. В общем, на сегодня всем пока. До новых встреч. Жду вас в своем телеграм-канале.